Всем привет! Сегодня мы едем в Марсаскалу, небольшой и довольно бюджетный курорт на юго-востоке острова Мальта. На автобусе туда добираться примерно 20 минут, если ехать по такому маршруту. Главной целью поездки в этот город с населением около 10 тысяч человек для нас будет его набережная, которая очень колоритно выглядела в просмотренных нами фото и видеоматериалах. А за окном, между тем, можно наблюдать нехарактерное для Мальты запустение. Но вот мы уже практически на месте, и вид на одноименный залив Марсаскала начинает наполнять наши сердца восторженностью и радостью. Сегодня 28 марта. Температура в 10 утра уже была 20 градусов, а набережная совершенно пуста. Это значит, что сезон еще не наступил, и спины многочисленных отдыхающих не будут заслонять столь прекрасные виды. Объехав залив, мы вышли из автобуса на остановке Григал и по одноименной улице дошли до набережной, которая называется Трикис-Салини. Внизу по берегу здесь можно видеть углубление прямоугольной формы. В старые добрые времена здесь добывали соль. Принцип добычи данного продукта весьма прост. В углубление заливалась морская вода, а солнце ее выпаривало. В результате на дне оставалась соль. Дождавшимся ее появления соливаром, нужно было только собрать ее и повторить процесс сначала. С левой стороны у нас четко просматривается залив Марсаскала с окружающей его живописью. Но мы сначала пройдемся вдоль морского берега в противоположном направлении, до залива Святого Томаса. Прибрежная зона слева является туристической и предназначена для прогулок отдыхающих. Сейчас здесь все пустынно, но с открытием сезона все поменяется. Смотрите, здесь есть даже пандус для колясочников. С левой стороны видны заросли гигантского тростника. В былые времена он использовался для изготовления ловушек для рыбы, производства жалюзи и подстилок. Небольшие группы туристов вроде нашей все-таки уже начали просачиваться в места, удаленные от столицы Мальты. Но сделаем небольшое отступление от основной темы и обратим внимание на то, что весна уже давно пришла на эти острова. Набережная в выбранном нами направлении закончилась возле заброшенного отеля Джереми Пэлас, напротив которого находится форт Святого Томаса, который также называется Башня Святого Томаса. Интересно, что Томас переводится с английского как Фома. Обойдя заброшенный отель и убедившись в отсутствии продолжения набережной, вышли на морской берег, на котором уже наслаждалась природой немецкоговорящая семья. В этом месте также имеется обустроенное углубление для сбора соли. С правой стороны по берегу можно наблюдать залив Святого Томаса, или Фомы по-нашему. Водичка здесь, конечно, красивая, но комфортная для прогулки температура воздуха не делает ее манящей в плане искупаться. В море стоят на рейде торговые суда, ожидающие своей очереди для захода в Калафрану, где находится Мальтийский свободный порт. А это местная достопримечательность под названием скалы Моншар. Прощаемся с водичкой залива Святого Фомы и возвращаемся на набережную Трикис-Салини.
Сейчас на Мальте повсеместно цветут мимозы, но черемуха с сиренью пахнут лучше. Мы между тем пришли к началу залива Марсаскала и увидели на другом берегу наличие нескольких пещер над уровнем морской глади. А эти многочисленные буи на водной поверхности указывают на соответствующее количество водоплавающей техники, которую здесь можно припарковать. Приходская церковь Марсаскала. Ее башня очень похожа на минарет. На Мальте весьма популярны двухколесные средства передвижения, но когда их нет рядом, настроение на порядок выше. Еще один вид на приходскую церковь, возле берега которой я наблюдаю некоторое количество лодок. А вот смотрите, что увидели мои, страдающие дальнозоркостью глаза. Похоже на небольшую скульптуру Девы Марии, органично встроенную в стену дома. Такое впечатление, что залив не глубокий и дно хорошо просматривается. И хотя не дайвер, но с масочкой я бы здесь с удовольствием поплавал, потому как тянет. А здесь между елочкой и пристроенным зданием проглядывается колокольня церкви Розария. Небольшой зеленый скверик. Дома в Марсаскале выглядят гораздо свежее за счет более светлого окраса, чем природный песчаник. Упомянутый выше скверик и залив Марсаскала. Подводя итоги поездки, хочется сказать пару добрых слов о Марсаскале. Хотя этот город весьма молод, архитектурный облик его домов соответствует традиционному стилю Мальты и в целом оставляет приятное впечатление. Что же касается его набережной и прибрежной береговой линии, то она заслуживает твердой пятерки по пятибалльной системе. На этом прощаюсь. Спасибо всем, кто досмотрел до конца.